Александр Горшков рассказал о наличии запасного плана в фигурном катании под решение ИСУ. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что для организации важно сохранить фигурное катание на нынешнем уровне. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Горшков в среду был переизбран на новый 4-летний срок. Пост генерального директора организации вновь занял Александр Коган. Голосование состоялось на отчетно-выборной конференции Федерации фигурного катания на коньках России, которая проходит в Москве. Горшков и Коган были избраны единогласно. «Моя судьба – переизбираться в самое непростое время. Это происходило все время в моей жизни. Воспринимаю это как должное. С другой стороны, сегодня на конференции, и в отчетном докладе это прозвучало, и в выступлениях делегатов, основная тема – та ситуация, в которой оказался весь российский спорт, и фигурное катание в частности. Для нас главное – сохранить и спортсменов, и тренеров, и все российское фигурное катание на той планке, которую мы достигли», – заявил Горшков на пресс-конференции. «Конечно, мы ждем решения Конгресса ИСУ Международного союза конькобежцев, но нам надо быть готовыми к любому развитию событий. Мы готовимся к нему, и план «Б», если его так можно условно назвать, уже разрабатывается и в черновике готов». Было высказано пожелание представителей регионов, что еще требуется в развитии нашего вида спорта. «Как мы можем решить совместными усилиями трудности, с которыми мы сталкиваемся», — сказал Горшков. В конце апреля ИСУ принял решение отменить российский этап серии Гран-при сезона 2022-2023, продлил действие отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях и вынес на рассмотрение возможность принятия решения о недопуске членов организации из России и Белоруссии до участия в Конгрессе ИСУ и выборах, которые пройдут в его рамках. Помимо этого, на Конгрессе будет рассмотрена возможность приостановки членства стран в ИСУ в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Коган назвал ориентировочные сроки прокатов фигуристов сборной России. Открытые прокаты российских фигуристов национальной команды перед стартом нового сезона могут пройти в сентябре в Москве, сообщил журналистам генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. В прошедшем сезоне открытые прокаты, на которых фигуристы демонстрировали программы нового сезона, прошли в Челябинске. Чемпионат России пройдет в Красноярске. Открытые прокаты, безусловно, будут. Мы сохраняем эту структуру. Надеемся, что они пройдут в Москве в сентябре, сказал Коган. Чемпионат России по фигурному катанию сезона 2022-2023 пройдет в Красноярске с 20 по 25 декабря. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что в планируемой серии российских соревнований под условным названием Гран-при России наряду с сильнейшими российскими спортсменами, возможно, будут участвовать фигуристы из других стран. Мы планируем некие новые форматы соревнований, предлагаем серию своих соревнований под условным названием Гран-при России, которые будут проводиться в несколько этапов. План не просто на бумаге, он прорабатывается до деталей. Все соревнования будут транслироваться по телевидению. Мы предполагаем, что там будут участвовать сильнейшие фигуристы нашей страны и, возможно, спортсмены из других стран, если они изъявят такое желание, сказал Коган. Спортсмены ждут не только призовых, у них есть мотивация, чтобы добиться результатов. Призовые будут бонусом к этой мотивации, но сумм я пока назвать не могу, с федерацией это еще не обсуждалось, добавил он. Федерация фигурного катания на коньках России планирует провести отдельный национальный чемпионат по прыжкам, который будет проходить в формате, отличном от остальных соревнований, заявил генеральный директор Федерации Александр Коган. Мы планируем под условным названием «Чемпионат России по прыжкам». Он будет в формате, отличном от обычных турниров. Он будет проводиться отдельно от Кубка Первого канала, сказал Коган. Ранее турнир по прыжкам прошел в марте в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.